Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это видео подходит для всех, у кого асцендент или восходящий знак находится в Скорпионе. Да, неважно какой декады, просто в Скорпионе ваш асцендент. И присаживайтесь поудобнее, будем с вами разбираться. Как же считывают вас другие люди, ваши основные психологические качества, то есть ваше настроение, как вы ведете себя в начале любого дела, ваши бескорыстные интересы, ценности, приоритеты, конечно же, ваша внешность и типаж, как вы проявляетесь. И это основная такая мощная история, с которой вы все идете. Причем неважно, солнце у вас в раке, в Козероге или в Овне, но асцендент у вас в Скорпионе, и так другие люди видят вас. По их мнению, вы такие. Но это не говорит о том, что это только мнение людей. Начинка же вашей натальной карты говорит еще, что это тоже про вас. И да, я буду говорить про такие важные вещи, как не просто асцендент. Вторая часть видео будет и про точно такую же важную часть нашей жизни, которую мы не любим видеть и замечать. Это дисцендент. Напротив первого дома всегда идет седьмой. И это наши отношения в браке со вторыми половинками. Все те люди, с которыми у нас есть договорные отношения. Поэтому сейчас все те, кто сказали, что у меня нет штампа в паспорте, у меня брачный контракт, договор, это абсолютно то же самое, потому что у вас есть договор. То есть все те люди, с кем у вас есть договорные отношения, идут как раз-таки по седьмому дому. Не работа, карьера, статус, но если только они не связаны с публичностью. Публичность тоже идет по седьмому дому. Наличие клиентов, контактов, связей тоже у нас идет по седьмому дому. По седьмому дому идут отношения со всеми людьми, с кем у нас есть договор. Так вот, если же у вас с вашим работодателем есть договор или контракт, так все коллеги у нас идут по седьмому дому. То есть все те люди, с которыми нас связывают договора. Понимаете, да? То есть асцендент для нас это важно, но дисцендент это способ достижения того, чего мы на самом деле хотим. И среди этих двух огней, а у вас это водная эмоциональная стихия и стабильная тельцовская стихия, да, желание и стремление от Скорпиона к комфорту, да, к эстетике, красоте и стабильности, да, и это вопрос, который нужно уладить с помощью начинки всей натальной карты. Сейчас, конечно же, буду рассказывать множество вопросиков и подробностей. И здесь, конечно же, каждый будет смотреть на себя, как это работает. И если у вас останутся вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я обещаю, что оно будет недолгим, но оставляя вопрос, указывайте свою дату, время и место рождения, для того, чтобы я вашу натальную карту открыла и посмотрела, что же у вас там можно решить, как направить деструктивную энергию в нужное русло. Ну что, ребят, поехали. Асцендент в Скорпионе. На самом деле обладатели асцендента в Скорпионе это очень сильные личности, обладают притягательной внешностью. Она может быть сложная, то есть внешность притягательная, либо потрясающая ярко, магнетически притягательно. Если вы брюнет или брюнетка, то в глазах есть такая сила притяжения. Есть представители Скорпиона, Скорпионева асцендента и блондины, блондинки, но тогда в глазах чувствуется вот этот магнетизм, взгляд, который все контролирует, все улавливает. Я не скажу, что это какой-то плохой асцендент. Все плохо, когда мы не умеем это контролировать, и мы не умеем это пользоваться. Но, как правило, обладатели асцендента в Скорпионе это люди, у кого бескорыстный интерес распространяется на такие сферы жизни, как секс, эзотерика или власть. Сказать, что у меня просто асцендент в Скорпионе, я вообще не властный человек. Ну, ребята, если я загляну в вашу натальную карту, и если вы родились от
50-х годов, от 1950-х, неважно какой, ну просто люди постарше, и я не замечала, что меня кто-то смотрит с 45-го, например, да. Так вот, у вас Плутон, управитель вашего гороскопа, будет находиться либо в 10-м доме, либо в 11-м, либо в 12-м, то есть с 1950-го, и если мы отмотаем аж до 1990-го, то есть он уже, Плутон скатывается в первый дом, во второй дом, то есть так он у вас находится до 80-х, находится как раз-таки в высоких домах, то есть когда Плутон максимально проявлен, да, ну, то есть сказать, что власть вас не интересует, это немножечко лукавство. Все, естественно, зависит от уровня развития натальной карты. Люди, рожденные в 80-х годах, это те люди, которые стремятся к власти, 80-е, 70-е и 80-е. Здесь история, конечно же, такая достаточно для 70-х более сложнее, потому что Плутон тогда находился в весах, и это история сложной кармы, это история, которая передается по роду. Но если вы над этой историей поднялись, тогда вы обладатель очень хорошего наследства, либо вы его зарабатываете, вы живете сейчас где-нибудь за границей и смотрите это видео, прекрасно понимая, о чем я говорю, и прекрасно зная, сколько усилий в своей жизни вы сделали для того, чтобы иметь то, что вы сейчас имеете. Да? То есть вы как серый кардинал, который расставил все пешки в этой игре жизни и прекрасно получаете дивиденды. Если в вашей жизни это не так, то и вы из 80-х, 90-х, тогда Плутон у вас находится в первом или во втором доме натальной карты, вы активно всячески пытаетесь проявлять свой скорпионий нрав для того, чтобы выделиться, для того, чтобы обрести власть, но здесь главное не переборщить, ребята, потому что здесь есть обратная сторона медали, про которую я вскоре расскажу. И да, обладатели скорпионевого асцендента как раз-таки это, как правило, молчаливые люди, которые не распыляются на речи, если, конечно же, Меркурий рядом с асцендентом где-то не расположен, если расположен Меркурий, тогда здесь и речь может быть такая, но тоже для того, чтобы узнать то, что необходимо для того, чтобы потом этой информацией воспользоваться, да? То есть люди с асцендентом в Скорпионе такие манипуляторы, которые точно знают, чего хотят, которые видят мир гораздо больше и шире других асцендентов, которые прекрасно разбираются, что такое добро и зло, что такое черное и белое, что даже мир магии, он бывает разный, да, и здесь главное не уйти в тот самый негатив и не начать портить себе моменты кармы, да, то есть если юмор, то он может быть немножко темноватый в силу того, что люди с асцендентом в Скорпионе всегда притягивают к себе какие-нибудь сложные события, ну просто потому что, ребята, вы умеете в сложных ситуациях быстро сконцентрироваться и сделать, как вы можете. То есть вы можете выдерживать большие деньги, вы можете их спокойно зарабатывать. И если вы обладатель асцендента в Скорпионе, и у вас нет заработанных финансов, то нужно подумать, где же вы сами саботируете в своей жизни и не доходите. Скорее всего, я думаю, вы просто не знаете свою точку комфорта, вас не научили, вам не показали, но про воспитание чуточку позже, да, то есть если говорить, как проявляются про типаж и внешность, люди с асцендентом в Скорпионе это тихие, спокойно заходят в любое помещение, наблюдают, спокойно сливаются с обстановкой, не делают никаких резких движений, подстраиваются под ситуацию, потому что в особо опасные моменты нужно выждать, затихариться, можно подстроиться под ситуацию,
ситуацию, можно быть гибкими. На первом этапе общения всегда производит впечатление таких очень серьезных, либо мрачных, либо очень властных. Все, естественно, зависит от начинки натальной карты. И очень часто мне пишут девочки, которые ходят на свидание, говорят: ну вот у меня солнце в рыбах, луна в раке, Венера вот такая вся гармоничная, радостная и счастливая, во льве, в раке, да, а про меня все думают, что я какая-то плохая, ужасная, относятся ко мне с подозрением. Смотрю, асцендент в Скорпионе. Я говорю, ну это асцендент в Скорпионе, то есть вот такая очень важная история. Это правда, так очень часто бывает. И вот это то, как другие люди вас считывают, это такая метка, что ли, по жизни. Но не просто так другие люди считывают, потому что у вас на самом деле есть потенциал. И те люди, кто родились с 1950 до 90-х, у вас есть аспект, с которыми вы родились. То есть здесь Плутон и Нептун, два мощнейших эгрегора денег, находятся в потрясающем секстиле. То есть это поколение людей, которые могут зарабатывать. Сейчас вы сидите, рожденные где-то в 80-х или там в конце 80-х, говорите: так, где мои деньги? Ну, потому что если вы рождены в конце 80-х, вы еще к 40 не дошли, вы только доходите к 40, и вам еще в принципе эта история непонятна, этот аспект, ну, то есть вы еще многое в жизни не познали, да, то есть в 40 только начинается такой опыт жизненный, который можно пристроить и очень круто монетизировать. Но если вы в районе 30 лет уже что-то потеряли, тогда вытирайте свои слезы, потому что у вас полно сил, потенциала, все это наработать гораздо сильнее, ярче и интереснее. Поэтому не надо здесь слезы лить, бесконечно по психологам ходить, будем потихонечку разбираться, но это того стоит. Просто ваша натальная карта работает именно вот так. И да, вот такой асцендент в Скорпионе, но напротив него находится точно такая же важная точка нашего гороскопа, это дисцендент. Дисцендент — это 7-й дом. Напротив первого всегда находятся противоположности. Когда говорят противоположности встречаются, нет, люди. Мы живем с противоположностями. И то, как мы хотим жить, то, как мы строим отношения с людьми, то, как мы договариваемся. У вас обладатели асцендента в Скорпионе находятся в Тельце. То есть асцендент вот такой воинственный, сильный, грузный, статусный, знает, чего хочет, и мощный, способный в любых кризисах, финансовых или опасных, разобраться, да, но идете вы и договариваетесь по жизни с помощью своего дисцендента, то есть 7-й дом, а это Телец, это управитель Венера. И здесь смотрим, как хочется. Хочется красиво, хочется хоть и по чуть-чуть, но стабильно прийти к своим благам. Хочется в партнерских отношениях один раз жениться, выйти замуж и навсегда. Хочется, может быть, даже где-то идеально. И это такая история идеальная, которая не дает вообще двигаться вперед, потому что есть такой фокус: я либо идеально, либо никак. Особенно если у вас в 7-м доме находятся такие планеты, как Марс, Юпитер. Если там находится Сатурн в 7-м доме, то хочется прям любви, но Сатурн в 7-м доме заставляет трудиться, множество тепла, энергии отдавать в свой брак, в отношения, для того, чтобы отношения были такими, как хочется. А людям, обладателям асцендента в Скорпионе, хочется, чтобы брак был и страстный, и в любви там было классно, хочется, чтобы это было с финансовым подтекстом. Сейчас открою ваши натальные карты, и да, у вас, скорее всего, управитель 5-го дома — это Нептун, потому что 5-й дом попадает в знак Рыбы по большей части. И здесь либо у вас от вашего детства досталось очень много вопросиков, зависимостей ваших родителей, либо полное их безучастие, да,
и вы сейчас по жизни идете сами с вопросиками, сами с такими качелями, непонятно как хочется, вроде бы сейчас можно и бескорыстно любить и понимать, но как-то вот это вот все сложно, и здесь избегание ответственности, уходы в измены, в иллюзии, потому что очень страстный магнетический асцендент в Скорпионе, который притягивает сразу, то есть вы только подумали, ой, как-то мне сложно в отношениях, в брачных, и тут же сразу появляются на горизонте другие люди, с которыми можно эти вопросики отработать, где можно успокоить свое, не знаю, блажь. И здесь момент такой, понимаете, что можно в этом понять и разобраться, какие моменты в родительских отношениях вам не нравятся, да, в вашем воспитании, потому что все это мы проецируем на своих детях, да, и это те моменты иллюзий, которые есть с нами. И если в этих иллюзиях разобраться, то можно прийти как раз-таки к тем отношениям, к той самой любви и страсти, которой вам хочется. Но здесь нужно в иллюзиях разобраться, потому что 5-й дом в рыбах – это всегда про иллюзии, избегание ответственности в том числе. А 7-й дом – это про наш комфорт, про эстетику, про то наше комфортное, к чему мы хотим идти, та наша красивая картинка, наша жизнь, какие отношения мы хотим иметь, брак. Да, все брачные партнеры идут у нас по 7-му дому, все люди, с которыми у нас есть договора, то есть это... На работе отношения и коллеги, как мы строим свои отношения в обществе, в публичности в том числе, да, публичная жизнь идет по 7-му дому, и очень много наших контактов, все, что связано. Простые обычные контакты, с кем у нас есть, нет никаких договоров, идут у нас по 3-му дому. Близкий круг друзей, открывайте менеджеры, те люди, которым вы пишете, первые 5-10 человек, то есть они у нас по 3-му дому идут. Они нам не интересны, если только у нас не заполненный 3-й дом. И тогда уже получается, что история наша уходит в 3-й дом. Но мы сейчас про асцендент и про дисцендент, понимаете, да? Особенно если у нас там есть вопросики, а вопросики — это наличие планет в 7-м доме. Но это опять же те вопросики, которые мы можем конвертировать в те возможности, которые нам хочется. Если у нас в 7-м доме находится Сатурн или Юпитер, тогда мы ждем социального одобрения, мы туда стремимся, и мы хотим развивать свою публичность. Мы хотим, чтобы у нас был брак, что для нас это не просто так. Но если брака нет, тогда сложно дается вообще история в натальной карте, потому что наш партнер, боевой партнер по браку, это тот человек, который нас, ну, то есть помогает нам отстреливать наши качества, да, то есть он постоянно нам про них говорит, то есть мы в себе это не любим, но нам наш партнер всегда говорит, а почему это вот так, в любых ссорах, скандалах всегда оголяются вот эти моменты и вопросики. И здесь, конечно же, нужно смотреть, в каком состоянии находится Венера в вашей натальной карте, и если Венера напряжена Нептуном, а Нептун управитель 5-го дома, то здесь очень много иллюзий. Всегда отношения с женатыми, с замужними, то есть очень часто с таким асцендентом и дисцендентом ко мне приходят и спрашивают, почему у меня постоянно отношения какими, либо с зависимыми, либо с замужними, с женатыми, постоянно ложь в этих отношениях, скрываются скелеты в шкафу. Посмотрите на состояние Венеры. Если Венера находится в напряженном аспекте с Нептуном, тогда вот он ответ на вопрос. Вам необходимо быть творческой личностью для того, чтобы эту историю открыть в себе, развить. Если Венера напряжена Юпитером, то тогда... Здесь момент, почему я спорю, ругаюсь, и я постоянно хочу кому-то что-то доказать. Просто потому, что Юпитер сильнее вашей внутренней истории, самоценности, и вы спорите, скандалите, а нужно просто свой авторитет, свой накопленный опыт начать реализовывать, зарабатывать деньги, расти как человек, расти как личность в социальной жизни, в партнерских отношениях, и тогда все будет хорошо. Если Венера напряжена Сатурном, я не скажу,
что это плохо, это как раз-таки по большей части те браки, которые при наличии вот такого асцендента и дисцендента, это те браки, которые понимают ответственность, которые понимают систему, которые идут в долгу, не бросают на полпути и да, отдают очень много тепла в этих отношениях, меняются сами, трансформируются, дают почву и опору своему партнеру. И это такая очень мудрая позиция по жизни, которая, естественно, да, чтобы к такому прийти, здесь очень много волнений, ошибок, боли и обид, связанных от родителей, перешедших по наследству. И человек в этом просто разобрался, и поэтому его отношения, они растут уже на большом фундаменте. Да? Ну, а если Венера в напряженных аспектах с Марсом, то это история агрессивности, разрушения отношений. Здесь нужно понять, что не с партнером нужно воевать за свое будущее, за свою яркую позицию, за все то, что вы хотите, и просто быть деятельным, действием, что-то делать необходимо. Да? Вот этот Марс нужно уводить от отношений, либо со своей второй половинкой строить бизнес. Если же Венера напряжена Ураном, то это ситуация, когда хочется все разрушить. Во-первых, у вас очень много изобретательности, у вас очень много духа свободы, на вас общественное мнение не влияет вес, потому что вы можете все, что угодно у вас есть, высказать другому человеку и не побояться за ответственность, которую вы будете иметь и будут иметь ваши близкие. И здесь момент, что нужно просто понимать ценность своих отношений. Можно сказать все, что угодно, но, во-первых, правда, она у всех права, у всех своя. Во-первых, любой закон можно перекроить по-разному, и можно оказаться в одиночестве, потому что обратная сторона Урана – это, конечно же, очень много любовников и любовниц, это такое свободное отношение по жизни, но обратная сторона все это идет от одиночества, потому что с большей долей вероятности управитель 4-го дома у вас Уран, потому что 4-й дом находится с большей долей вероятности у асцендента в Скорпионе, это в Водолее. И здесь эту историю нужно понимать, почему вы избегаете этой ответственности, если у вас очень много чего сложилось. Поэтому подытожу. Основная суть людей, обладателя асцендента в Скорпионе, это заработать денег, иметь определенную власть и вес в обществе. Это не заурядная жизненная позиция. Это когда вы понимаете, что вам для реализации всего задуманного в жизни нужно очень много. Когда у вас богатый, роскошный внутренний мир, да? Когда у вас есть стремление и достижение к чему-то, и этот потенциал необходимо реализовывать. Но 80-90% людей переносят вот эту свою реализацию в брак, тем самым разрушая его. Но строить вам брак нужно с точки зрения комфорта, любви, эстетики и заботы ко всем своим людям. Поэтому здесь, дорогие, включайте Тельца, включайте свою Венеру, включайте свою эмпатию и понимание, как вам хочется. Очень много подводных камней осталось с воспитания. В родительско-детских отношениях читайте роман «Отцы и дети». Это не реклама, это лишь момент на то, что взгляды у всех разные, поколения, разного воспитания, восприятия, и мода сейчас совершенно другая, но вам хочется строить связи и контакты красиво, гармонично, и вы на самом деле идете к своему комфорту, уюту, прекрасному фундаменту, дому, к обнимашкам и взаимопониманию. Так стройте же свои отношения подобно Тельцу и надолго, и тогда все в вашей жизни будет хорошо. Дорогие мои, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающих моментов, счастливых событий в жизни. Увидимся с вами в следующем ролике, и пока-пока.